Друзья, всем привет! Добро пожаловать снова в студию Aquadrain. Сегодня у нас с вами новый проект, но проект не аквариума, а растительного террариума. Многие путают аквариум с террариумом или террариум с аквариумом. Многие думают, что террариум это то же самое, что и аквариум. И некоторые клиенты у меня спрашивают, а могу я залить этот террариум водой? Но я отвечаю, нет, не путайте аквариум с террариумом. В аквариуме используются водные растения. В растительном террариуме используются не водные растения. Поддерживается высокий уровень влажности, что обеспечивает растениям благоприятные условия для роста. В террариуме также заводятся бактерии и другие микроорганизмы, которые поддерживают жизнедеятельность террариума, обеспечивают полный цикл биосистемы. Преимущество террариума в том, что вам не нужно тратить много времени, чтобы ухаживать за ним. Достаточно всего лишь легкого спрея водой, но водой чистой, один раз или два раза в месяц. И это все. Тем временем, как за обычными комнатными растениями, вы все время должны помнить их поливать, и чаще всего вы должны поливать их каждую неделю. Террариум обеспечивает настолько благоприятные условия для растений, что им не требуется большого ухода, и они растут прекрасно в нем. Такой растительный террариум будет прекрасным дополнением для вашего интерьера и также прекрасным дополнением в ваш домашний зеленый уголок. Сегодня я буду использовать вот такую стеклянную банку с крышкой и со специальной встроенной LED-лампой. Вот так он будет зажигаться. Здесь есть кнопка включения и выключения. И я использую таймер, по которому этот террариум будет автоматически включаться и выключаться. Поэтому мне не нужно помнить о том, чтобы его выключить, потому что рекомендуемое количество часов, когда свет должен гореть, это примерно 8-10 часов. После этого свет должен быть выключен, растения также, как и любые другие, должны отдыхать. А именно ночью, конечно же, когда мы с вами тоже отдыхаем. Для своего террариума вы можете использовать любую стеклянную прозрачную банку. Сходите в подвал, посмотрите, возьмите любую банку из-под компота, из-под варенья. Самое главное, чтобы у этой банки была крышка. С эстетической стороны лучше всего использовать, конечно, крышку пробковую. Так будет красивее смотреться, но можете использовать и пластиковую. Если вы не можете найти крышку со светом, либо сделать такую, ваша крышка может быть и без света, ничего в этом страшного нет. Самое главное — это держать ваш террариум поближе к окну, но избегать прямых солнечных лучей долгое время. Утренних солнечных лучей будет достаточно, но долгих и интенсивных солнечных лучей для террариума лучше избегать. Либо можете поставить ваш террариум под вашей настольной лампой, что будет еще лучше, так как искусственный свет все же лучше для террариума, чем натуральный солнечный. Растения для террариума могут использоваться практически любые. Обычно используются мини-растения или микрорастения. Например, сегодня мы будем с вами использовать вот такой маленький папоротник. Вот такое мини-бонсай дерево. Вот такие фитония цветы. И еще некоторые растения, которые есть у меня в других террариумах, и они сильно разрослись. Я буду отрезать маленький кусочек и сажать в мой новый террариум. Также преимущество террариума в том, что вы можете всего лишь отрезать кусочек растения, положить его в террариум, и оно начнет расти и пускать корни. Также я покажу вам, какие слои субстрата для террариума я буду засыпать, и покажу вам, какие декорации я буду использовать для нашего с вами сегодняшнего террариума. Ну что, начнем работать? Поехали! Итак, для первого слоя, для нашей дренажной системы я буду использовать пумис, либо вы также можете использовать мелкий лава-камень, либо обычную мелкую гальку. Я буду использовать вот такую лопаточку. Пумис выглядит вот таким образом. Он жесткий, очень хорошо подходит для дренажной системы.
Итак, первый слой нашей дренажной системы готов. Примерно он будет составлять 5 сантиметров с большей частью на заднем плане. Так как в сегодняшнем террариуме я буду использовать мини-бонсай дерева, я буду использовать специальный субстрат, который лучше всего подходит для дерева бонсай. Называется этот субстрат акадама. Вот так он выглядит. Вот такие гранулы. Акадама субстрат обеспечивает бонсай дереву хорошую вентиляцию корней, то есть корни не будут закисляться, не будут гнить. Также хороший дренаж и как питательную подложку. И обеспечивает наше дерево всеми необходимыми микроэлементами. Выравниваем кисточкой. Итак, перед тем, как сажать наше бонсай дерево, я сначала насыпал тонкий слой акадамы. Теперь нам нужно вытащить это дерево из нашего горшочка и очистить корни от всей земли, в которой оно продавалось. Итак, оказывается, дерево у нас получилось совсем невысокое, поэтому слой акадамы я сделаю больше, толще и начнем сажать наш бонсай. Немножко земли я здесь оставил, потому что здесь растет вот этот мох, который я хочу сохранить. Он смотрится очень классно. Итак, теперь время для посадки нашего бонсая. Сажать я его буду на задний план. Итак, теперь я еще немножко вокруг засыплю акадамы. Итак, этого слоя акадамы будет вполне достаточно для нашего бонсая, чтобы пустить корни, расти и получать все необходимые микроэлементы. Далее, следующим слоем мы будем засыпать с вами кокосовое волокно для нашего мха и других растений. Кокосовое волокно выглядит следующим образом. Я думаю, вы также сможете приобрести такое в цветочном магазине. Этого кокосового волокна вполне достаточно в качестве субстрата для других растений. Они будут прекрасно расти и получать все необходимые микроэлементы для роста. Так, вот такой слой субстрата у нас с вами получился с низиной на передней части и с возвышенностью на заднюю часть. Вот такой дизайн. Дренаж, акадама для бонсая и субстрат для других растений и мха. Следующий этап. Я вспрысну водой слегка наш субстрат, чтобы его уплотнить и также увлажнить наш террариум. Важно помнить, что воду для террариума можно использовать только фильтрованную, питную, либо дистиллированную. Воду обычную из-под крана для террариума использовать нельзя, иначе ваши растения погибнут. Итак, после того, как я вспрыснул наш субстрат, стенки нашего террариума нам нужно вытереть и очистить от остатков субстрата. Итак, стекло наше снова чистое, бонсай наш посажен, субстрат у нас увлажнен. Теперь время для следующего этапа. Следующим этапом будет декорирование террариума. У меня есть черный вулканический камень, вот такой. Вот такими кусочками черного вулканического камня я решил задекорировать этот террариум.
Итак, я думаю, что такого количества камней будет достаточно. Только по этой стороне будут у нас камушки. Здесь я решил посадить мох разного вида. Сзади будет также мох. Спереди несколько наших фитония цветочков. И вот здесь я хочу сделать такую дорожку из песка. Такая будет дорожка в лес. Итак, у меня есть 4 вида мха. Вот такой. Виппинг мох называется он. Видите, он уже растет вверх. У меня есть вот такой кушин мох. Он пойдет на переднюю часть, основную. Вот такой мох, называется fork moss. И посадим вот такой красивый мох в виде кустиков. Очень красивый. Скорее всего, вокруг наших камней. Итак, вот такой дизайн у нас получился. Все растения, которые я хотел использовать, я использовал. Добавил дополнительных камушек для декорации. Теперь остается добавить песка и сделать такую декоративную дорожку к дереву. И насыпать мелкой гальки также для декорации. Итак, песок я буду использовать вот такой темно-желтый. Так, теперь я взял немножко вот такой мелкой гальки. И сейчас я буду декорировать наш песок, нашу дорожку совсем маленьким количеством такой гальки. Итак, вот что у нас получилось. Красота. Теперь я хочу добавить немножко больше растений. Я хочу добавить мини-фикус пумила, так называется, и положить кусочек вот сюда. Он будет красиво начинать расти вдоль всего террариума. Вот это один из моих террариумов. Ему уже около 6 месяцев. Сюда я
вот это фикус пумила мини. Сюда, когда я его только делал, я положил маленький кусочек где-то вон там на мох. И посмотрите, как этот фикус разросся по всему дну террариума. Поэтому, не покупая новый фикус, я могу просто отщипнуть кусочек отсюда. Ну что, друзья, наш террариум готов. Теперь последний шаг. Нужно немножко еще вспрыснуть его водой и протереть стенки от излишков воды. И готово. Ну и такой же террариум вы легко сможете сделать сами. Выйдите на улицу, оглянитесь вокруг, вы сможете найти много микрорастений, которые сможете использовать в вашем террариуме. Съездите в лес и найдите любой мох, который сможете. Все ингредиенты, я думаю, вы сможете купить в любом цветочном магазине, либо заказать в интернете. И наслаждайтесь. Прекрасное дополнение к интерьеру вашего дома, не так ли? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много разных проектов. Пишите любые вопросы, комментарии к этому видео с вопросами о террариуме. Я буду счастлив ответить на них. И увидимся с вами снова. Пока-пока!